Утро в Кливленде выдалось сырым, тихим и прохладным. Над серыми водами озера Эри висела густая, почти непроницаемая туманная дымка, а ветви старых кленов во дворе дома семьи Форейкер едва слышно стучали по окнам, рассекая влажный воздух. Для 20-летней Ханны Форейкер этот двухэтажный деревянный дом с белыми наличниками всегда оставался единственным настоящим местом силы, где время словно замедляло свой стремительный ход. Здесь абсолютно все было знакомо до мельчайших, едва заметных деталей. Крепкий запах свежемолотого кофе по утрам, старый паркет, слегка и уютно скрипевший под ногами, и тяжелые мягкие шаги на деревянном крыльце. Ханна довольно рано приняла осознанное решение связать свою жизнь со сложной и ответственной армейской службой. Работа в военной сфере в Кливленде требовала от молодой девушки строжайшей дисциплины, отличной физической формы и постоянной готовности в любой момент собрать вещи и отправиться по приказу. Обычно службы и плановые учения Ханны проходили совсем недалеко от родного дома, в пределах Огайо. Это позволяло девушке регулярно навещать родителей, проводить выходные в семейном кругу, ухаживать за садом и не выпадать из привычного, размеренного ритма домашней жизни. Но в тот раз все сложилось совершенно иначе. Командование направило Ханну на длительную специализированную подготовку и профессиональные курсы на далекую военную базу в жаркую Оклахому. 3 месяца. Именно столько должна была пробыть девушка вдали от родных мест. Для кого-то этот срок может показаться совсем недолгим и пролететь незаметно. Но для семьи Форейкер и, самое главное, для одной старой четвероногой души эти 3 месяца превратились в настоящее, бесконечное и тяжелое испытание. Когда Ханна уезжала, на заднем дворе ее со слезами провожала Бадди, верный золотистый ретривер, прожившая в этой семье уже почти 13 лет. По собачьим меркам Бадди была самым настоящим, глубоким долгожителем. С самого раннего детства Ханны эта собака всегда находилась рядом. Они вместе росли, вместе исследовали окрестные зеленые парки и тропинки у озера. Вместе прятались под тяжелым одеялом от громких раскатов летних гроз. Собака относилась к своей молодой хозяйке с той безграничной, невероятно трепетной и чуткой нежностью, которая бывает только у животных, пронесших свою привязанность через многие годы. Бадди узнавала звук мотора машины Ханны за несколько улиц до дома, а ее легкие быстрые шаги на крыльце из 1000 других людских шагов. Но жестокий возраст неизбежно берет свое. К моменту отъезда девушки на базу в Оклахому Бадди уже очень сильно сдала здоровьем. Быстро развившийся артрит сковал некогда быстрые сильные лапы. Слух почти полностью пропал, а глаза затянуло мутноватой дымкой катаракты. Собака превратилась в очень старое и больное животное, которому каждый шаг давался с ощутимым трудом. За эти 3 месяца отсутствия девушки Бадди начала вести себя совсем не так, как обычно. Когда Ханна уехала, в доме установилась непривычная, тоскливая и давящая тишина. Родители с каждым днем с тревогой замечали, как стремительно меняется поведение и привычки собаки. В первые недели Бадди еще по старой привычке каждый вечер подходила к закрытой двери комнаты Ханны, долго и неподвижно стояла перед ней, уткнувшись носом в щель у пола, а затем тяжело вздыхала и укладывалась на коврике рядом, отказываясь уходить. Со временем собака стала намного менее активной и совсем пассивной. Ей стало невероятно сложно и больно ходить вверх и вниз по высокой деревянной лестнице. Разболевшиеся суставы на задних лапах отказывались служить, и каждый подъем превращался в целое испытание. Бадди перестала гулять на улице подолгу, как любила раньше.
Она больше не проявляла интереса к брошенным мячикам или бегающим по двору птицам. Собака просто иногда тихо выходила на крыльцо или на газон, чтобы немного подышать свежим воздухом, делала пару медленных шагов по траве и сразу же возвращалась назад, тяжело усаживаясь на свою мягкую подстилку в углу гостиной. Родители с глубокой грустью переглядывались, понимая, что их любимица угасает буквально на глазах. Казалось, что без Ханны из этого старого и больного животного постепенно уходит сама воля к жизни, а болезни сжимают свое кольцо все сильнее. В редких телефонных разговорах родители старались не расстраивать Ханну и не отвлекать ее от службы. Но девушка и сама сердцем чувствовала, как сильно ее ждут дома и как быстро тает время. Служба в далекой Оклахоме требовала от Ханны максимальной концентрации и полной отдачи. Изнуряющая жара, строгий распорядок дня, бесконечные тренировки — все это выматывало физически, но каждый вечер перед сном девушка доставала фотографию своей собаки и думала о том дне, когда сможет снова ее обнять. И вот когда 3 бесконечных месяца учений наконец остались позади, Ханна получила долгожданный отпуск и отправилась назад в Кливленд. Дорога казалась девушке бесконечной. Когда машина наконец затормозила у знакомого дома, Ханна практически выскочила на улицу, даже не успев толком закрыть дверь. Сердце сумасшедше колотилось в груди. Родители выбежали на крыльцо встречать дочь, а следом за ними, медленно, осторожно и неуклюже переставляя скованные артритом лапы, показалась Бадди. Собака щурилась от яркого дневного света и, кажется, сначала даже не поняла, что происходит. Плохой слух и слабое зрение не сразу дали ей подсказку. Но стоит ли говорить о зрении или слухе, когда работает собачье чутье и преданное сердце? Ханна опустилась на колени прямо перед домом на прохладную траву и тихо, с дрожью в голосе позвала: «Бадди». Собака замерла на секунду. Ее нос затрепетал, улавливая родной, самый главный и единственный в жизни запах, который невозможно было спутать ни с чем на свете. То, что произошло в следующие секунды, растрогало родителей до слез. Старая собака, которая последние 3 месяца едва передвигала ноги и почти не вставала с подстилки, вдруг издала тихий пронзительный скулёж. Удивительную смесь удивления, невероятной радости и какого-то чистого детского восторга. Когда Ханна наконец приехала и встретилась со своей любимицей, собака была очень обрадована. Превозмогая резкую боль в суставах, Бадди сделала несколько быстрых, неловких шагов навстречу и буквально упала в объятия девушки. Она улеглась возле хозяйки, уткнувшись мордой в ее плечо, а затем бережно и доверчиво положив тяжелую седую голову ей на колени. Она выглядела невероятно счастливой, словно все эти 3 месяца тоскливого одиночества, боли и тишины мгновенно испарились без следа. Собака тихо скулила и вздыхала, пока Ханна гладила ее по потертой шерсти, чесала за ушами и вытирала слезы, непрерывно шепча о том, как сильно она скучала и что теперь они снова вместе. С этого самого дня в доме Форейкеров произошло то, что родители до сих пор называют настоящим маленьким чудом. Искренняя любовь, тепло и постоянное присутствие любимой хозяйки подействовали на собаку лучше любых дорогих лекарств или обезболивающих уколов. Девушка говорит, что с тех пор Бадди стала намного более веселой и оживленной. Собака словно скинула с себя несколько тяжелых лет. Она снова начала интересоваться всем, что происходит в доме, постоянно ходила за Ханной из комнаты в комнату, стараясь больше не упускать ее из виду ни на одну минуту. Несмотря на свой преклонный возраст и болячки, Бадди стала снова играть с мелкими игрушками, которые пылились в углу несколько месяцев, и даже снова танцевать. Каждый раз, когда Ханна брала в руки поводок или просто ласково обращалась к ней по имени, старый ретривер начинал радостно переступать передними лапами, слегка приседая, кружась и виляя хвостом,
от безудержного восторга. Глядя на то, как удивительно преобразилась, расцвела и ожила ее любимица, Ханна испытывает невероятную радость, но вместе с тем глубокую, тихую и щемящую грусть. Девушка признается, что ей больно даже думать о том, что ее и собаки когда-нибудь не станет, ведь время неумолимо, а возраст берет свое. Армейская служба научила Ханну стойкости и мужеству перед лицом любых трудностей, но перед неизбежностью человеческой и собачьей судьбы бессильна любая выправка. Однако сейчас, сидя на ковре в гостиной и ощущая теплое дыхание лежащей на коленях Бадди, Ханна старается отгонять эти мрачные мысли. Она просто ценит каждую минуту, каждую секунду, проведенную рядом с этой бесконечно верной и любящей собачьей душой.